Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Сегодня максимально простой и быстрый рецепт хлеба. Не пригодятся даже весы. Замешивать руками тоже не будем. Получается ароматный, невероятно хрустящий хлебушек из ночного теста. В теплую посуду высыпаем 3 стакана муки. Стакан в рецепте используется объемом 200 мл. Что значит теплая посуда? Ее необходимо согреть, можно теплой водой. Высыпаем чайную ложку соли и всего половину чайной ложки сухих дрожжей. Перемешиваем тщательно. В этом хлебе дрожжей мало, но хлеб все равно поднимется хорошо. Перемешали, вливаем теплую воду, 1,5 стакана. Напомню, объем тот же. Немного растительного масла, буквально чайная ложка. Все перемешиваем до того момента, пока вся мука не намокнет. Мука может быть другой, и тесто сразу будет гуще или жиже. Если будет гуще, добавляем еще немного теплой воды, а если более жидким, то муки. Накрываем тесто, оставляя на столе при комнатной температуре на ночь. Холодильник убирать не нужно. Такое тесто запросто может простоять от 10 до 20 часов при комнатной температуре. Ему будет только на пользу. Процесс брожения стал заметным. Прошло 12 часов. Тесто липкое. Собираем его с помощью лопатки, тем самым перемешивая. Столовая ложка муки нам понадобится для того, чтобы тесто собрать в шар, так как оно очень липкое. Кстати, я не сказала, мука у меня пшеничная первого сорта, поэтому хлеб на разрезе не будет таким белым, как мы привыкли при высшем сорте. Ну а запекать хлеб будем в кастрюле, укладывая его на пергамент. Кастрюля должна быть такая, которую можно поставить в духовку, соответственно без пластмассовых вставок. Если подходящей кастрюли нет, используйте форму, закрывая вместо крышки плотно фольгой. Тесто жидкое, и чтобы оно увеличилось вверх, а не растеклось по краям, и хлеб не был плоским, с помощью пергамента или кастрюли меньшего диаметра зафиксируем его максимальную ширину. Накрываем, оставляем на 1,5-2 часа. Перед самой выпечкой сбрызгиваем тесто сверху водой, не сильно. Ставим хлеб выпекать в горячую духовку, накрывая крышкой. Температура в духовке 220 градусов. Спустя 25 минут нужно крышку снять. Взгляните, как хлеб поднялся. Оставляем еще его в духовке на 15-20 минут, чтобы подрумянился сверху. Крышка стеклянная, поэтому будьте аккуратны, ни в коем случае не кладите ее на мокрую или слишком холодную поверхность, иначе треснет. То же самое касается стеклянной жаропрочной формы. Я уже слышу аромат свежеиспеченного домашнего хлеба. Достаем его очень аккуратно. Горячему хлебу необходимо остыть на решетке. Полотенцем я не накрываю. Кстати, готовый хлеб при постукивании издает глухой звук. Давайте скорее пробовать. Хотя хлеб еще горяч, не до конца остыл, но все равно его можно разрезать. Очень хрустящая хлебная корка сверху, а внутри мягкий и воздушный. За счет выпекания в кастрюле хлеб потерял меньше влаги и приобрел плотную хрустящую корочку. Да, внутри могут присутствовать большие пустоты, как у чиабатты. Это объясняется жидким составом теста. Но на вкус самого хлеба это никак не влияет. Просто по-домашнему легко. В ночь делаем тесто, а с утра свежий хлеб к столу. Готовьте с удовольствием.